Привет! Прежде чем мы перейдем к основной части видео, я бы хотела забрать у тебя буквально 1-2 минутки и рассказать о кое-чем полезном и интересном. Через месяц у меня экзамены и заканчивается окончательно уже старшая школа. Еще через месяц у меня начинается поступление, подача документов в университет. И уже сейчас я сижу в целой куче документов и сайтов, читаю о том, на какую стипендию могу податься, на какую не могу податься. И мне сложно и страшно представлять то, что будет через 2 месяца. И да, несмотря на то, что я в Польше живу уже 4 года, да, в июле уже будет ровно 4 года, мне все равно еще немножечко страшно видеть это большое количество текста на польском языке, особенно если это формальный документ какой-нибудь. И я сижу, пытаюсь найти в нем среди этих 1000 слов нужную мне информацию. Именно поэтому хочу поделиться с тобой с одной моей находкой. Lufii. Это умный онлайн-переводчик, который помогает не только в учебе, но и в любой ситуации, где нужен точный контекстный перевод. Ты можешь вставлять обычный текст, загружать PDF-документы и изображения, и АИ переведет все с таблицами, формулами и сложным оформлением. А теперь самое интересное. У Lufii есть расширение для браузера. С ним можно читать статьи с двуязычным отображением, оригинал и перевод рядом, и даже смотреть видео на YouTube с двойными субтитрами, что очень помогает в изучении языка. Плюс любое слово можно выделить и сразу увидеть перевод и произношение. А теперь немного подписки. У них есть бесплатный тариф, чтобы попробовать базовые функции. А если хочешь больше возможностей, больше ты получаешь с платными планами. За $9.99 в месяц тебе доступно 5 миллионов АИ кредитов, которых хватит примерно на 2500 страниц перевода. Также с платными тарифами ты получаешь бесконечное количество слов в переводах документов и фото, которые ограничены в бесплатном тарифе до 1500. В более дорогих тарифах, кроме большего количества кредитов, ты получаешь ранний доступ к обновлению. И если тебя это заинтересовало, то в описании под видео и в закрепленном комментарии я оставлю ссылку на Lufii. Он мне помог и очень сильно надеюсь, что поможет и тебе. А теперь вернемся к видео и приятного просмотра. Польский класс. Есть еще вроде украинский, вот этот, но он дороже. И его меньше, поэтому беру этот. И сейчас заморожка. Все, я зашла в магаз, купила квас и купила мороженку. Я просто так сильно мороженки захотелось. Я, конечно, хотела другое купить, но другого не было, поэтому пришлось взять подороже. Итак, сейчас будет распаковочка того, что мне имеется. Это квас, вот, я, кстати, не знаю даже, как он называется. Это квас Подляски. Да, вот, квас Подляски. Он, конечно, не сравнится с лидским белорусским квасом, который я пила недавно, потому что этот, он достаточно сладкий, но он чем-то похож на медовый, поэтому не жалуюсь. И мороженку. Мороженку я хотела взять витановскую, то есть от самого того магазина, где я это все покупала, потому что тогда бы мороженое стоило 2 злотых. Так я бы купила за 5,50 вроде бы. Но оно вкусное, вроде должно быть. Там еще похожее было, только другой фирмы. Буду просто надеяться, что это вкусно. А сейчас я хочу... Ой-ой. А сейчас я хочу себе приготовить кофеечку, потому что... Сколько сейчас? Уже 11 утра, кстати. Еще у меня появились взбитые сливки, которые так на кофе можно напшикать. И поэтому я стала еще чаще пить кофе, потому что это вкусно и прикольно.
Все. Итак, для начала я немножечко хочу рассказать, что у меня сегодня за день и что я хочу в планах, что у меня в планах сегодня сделать. Сегодня у нас день прогульщика, поэтому можно не идти в школу. Вернее, надо идти в школу, за это мы получаем не присутствие, но никто не пошел из нашего класса, абсолютно никто. Поэтому я тоже не пошла. И да, сегодня пятница. Я вроде этого не говорила, но сегодня пятница. Да, у меня сегодня в планах прибраться здесь и заняться польским языком. Потому что вообще-то у меня до экзаменов осталось 45 дней. Всего лишь 45 дней. С одной стороны, хорошо, что это скоро все закончится. С другой стороны, ну, такое ощущение, будто я вообще ни к чему не готовлюсь. И я вообще ничего не сдам. Да, чувствую себя немножечко таким человеком на данный момент. Хотя вроде все идет нормально. И заняться тоже видео. Но, скорее всего, я его буду уже редактировать вечером. Пока никого дома нету, тихо. Я позанимаюсь максимально польским. Понаписываю сочинения. Вернее, это не сочинение, это ответы на вопросы на устный экзамен. Получается, их заранее выкладывают. Они уже есть полностью, можно сказать, решенные в интернете. Но чтобы просто лучше запомнить, я стараюсь по-своему написать. И я их пишу не в формате устного ответа, а в формате сочинения. То есть 2 аргумента и 2 контекста. Да, то есть 2 аргумента — это 2 любые литературы, произведения, а 2 контекста вообще не могут быть любыми: философическими, историческими, литературными, общественными, но я использую литературные контексты, просто чтобы больше литературы за раз повторять. Да, как-то так. Я уже, честно, я не могу сказать, сколько я написала, но давайте возьмем штучек 10. Их всего 68. Спасибо, что не 120, потому что еще в середине лета их было 120, но их сократили, их стало 68. Я просто вспоминаю, как я еще года 2 назад снимала видео. Я не помню, наверное, не на этот канал. Еще у меня старый когда-то был, на английском языке, с субтитрами снизу. Как я начинаю готовиться к экзаменам. В итоге, как видите, я начинаю готовиться к экзаменам за полгода. Да. Хотя, возможно, кто-то скажет, что это абсолютно нормально, и полгода это окей. Но, с другой стороны, если подумать, я нормально училась все эти 4 года. И, грубо говоря, мне сейчас надо просто все повторить. Да. Еще, кстати, я использую вот эту свою книжечку, я покупала с заданиями по польскому. Я тоже сейчас очень активно там прорешиваю все задания. И вроде все идет хорошо. Тоже, кстати, с математикой. У меня имеется книжка для подготовки к экзамену по математике. Я еще давным-давно покупала. Как итоге, она мне вообще не нужна. Я ни одну из книжек не использовала. Да, то есть мой совет. Если вы готовитесь к экзаменам в Польше, покупайте учебники только за год до экзамена. То есть те учебники, которые нужны будут для экзаменов. Потому что, допустим, я купила какие-то старые, и они уже, допустим, не подходят, потому что вот в этом году эту тему убрали. Или, наоборот, эту тему добавили. Также, бывает, меняют, в принципе, экзамен, потому что сейчас я пишу новый экзамен, который поменяли в 2023 году. А я вроде купила учебники и книжки до 2023 года. То есть они мне уже не подходят. И да, лучше использовать курсы. И курсы хорошо покупать до сентября, потому что, допустим, я купила вот курс по польскому языку. Вообще он стоит 600 злотых, но я его купила за 300. И честно, это классный курс. К нему еще идут и прямые эфиры, которые проводятся раз в месяц. А я еще купила, получается, профильный польский, поэтому я участвую в вебинарах как и по базовому польскому, так и по профильному. То есть для меня одни плюсы на самом деле. Ну и, конечно, еще можно использовать разные приложения, в которых, в принципе, все есть. Да. И, как я сказала, покупать учебники только за год до экзамена. То есть именно те учебники, которые предназначены для данного экзамена данного года. Как-то так. Я еще начала говорить насчет математики. Я вообще ничего не использую, я просто готовлюсь в школе. Возможно, это на меня повлияло Беларусь, и у нас была, получается, математика каждый день.
Я, в принципе, училась в гимназии математической, хотя... То есть у нас такой уклон там шел, как и на английский язык, так и на математику. У нас вроде английский тоже каждый день шел. Именно поэтому математика здесь мне легко очень дается. Вот мы писали пробники. Получается, сам экзамен пробный я написала на 78, а пробник уже в классе я написала опять на 78. И последний пробник, который мы недавно написали, я написала на 95. А самый низкий балл вроде был 2%. Кто-то написал на 2%. И когда наш учитель говорил, какие самые низкие проценты и самые высокие, ну, мы самые высокие, понятное дело, кто-то в классе такой: «Вау!» Несколько человек так сказали, такая: «Yes, it's me». Лучше бы мне так английский шел. Мне английский надо, у меня как-то вообще не идет. Я купила просто какой-то учебник по словам, то есть чтобы мой словарный запас повышать по уровню B1. Конечно, очень бы хотелось успеть хотя бы дорешать его, хотя бы как-то вот проделать эти слова и купить тот же учебник только на уровень B2. И, ну, хотя бы хоть часть там сделать. Потому что, ну, мне сложно со словарным запасом. И вот, честно, вот я не помню, снимала ли я на тот момент влог, но нет, не снимала. У нас была пробная устная часть, и я получила 68%. Честно, я была в шоке. Я думала, будет 40%, ну, максимум. Тут 68%. То есть у нас, в принципе, 60-70% по классу средне вот так вот шло. И я прям вообще в шоке. Ладно, я уже наговорила. Пойду заниматься делами. А то время идет. Так, кофеечек допью. Кстати, очень вкусно получилось. Взбитые сливки — это просто must have. Честно, для меня. До экзаменов осталось совсем немного времени, поэтому я не краснея, без всякого стыда, часто пользуюсь. Да не то, что часто, всегда. Для написания сочинений использую чат GPT. Да, дело в том, что у меня осталось еще около 20 сочинений, и еще плюс 33 темы сочинений для профильного польского. То есть, понимаете, у меня осталось времени немного, и надо максимально все успеть. Понятное дело, чат GPT все не напишет за меня. Просто по названию темы и произведениям, которые надо использовать. Поэтому я иногда даже в пунктах ему объясняю, что именно я хочу увидеть в сочинении. Какую терминологию использовать, какую философию, как правильно туда вплести биографию автора тоже, потому что это тоже очень часто надо. И целая куча вещей, которые должны подняться в сочинении. Все, я дописала второе сочинение. Уже 10 часов вечера, и да, я не смогла 3 дописать, только 2. Дело в том, что это похожие, знаете, темы. И вот из-за разницы между ними она вот такусенькая. И поэтому надо подбирать правильное произведение, чтобы они это как-то... У меня вообще сейчас голова не варит. Извините. Чтобы все эти произведения, они как бы объединялись одной темой. И вот где-то вот немножечко не так выберешь, и все, и уже теряется смысл. И, ну, то есть это уже логическая ошибка будет, потому что абсолютно другое произведение, совсем с другим значением. Поэтому я по 1000 раз, да, в каком-то одном моменте переписывала, потому что то герой не подходит, то ситуация уже немножечко другая, то там еще что-то. Но в итоге я дописала. И я сейчас могу пойти спать. И все, хватит на меня сегодня. Я вот просто поставила себе правило, что остался месяц до экзаменов, я буду нормально спать. Потому что если, я не знаю, там, выгорю, выпаду в осадок где-нибудь в день до экзамена, то
это будет еще хуже, чем не сдать экзамен, как я хочу, нормально. Поэтому, да, мой совет, спите хорошо. Все, я доредактировала видео, оно у меня сохраняется, и уже сегодня я его выложу. Да, кстати, надо еще сделать обложку к нему. Я вообще что-то про это забыла. Фух, а еще я хочу сегодня попробовать решить экзамен по русскому и языку. Я, получается, до этого решала только профильный русский, а вот сейчас я хочу сделать двуязыковой. Да, я уже говорила, что это такое, но повторюсь еще раз. Двуязыковой экзамен, он выше по уровню, чем профильный. Профильный — это уровень B2, а двуязыковой тоже уровень C1. Я понимаю, что я носитель языка, и, извиняюсь, я 9, даже можно сказать 10 лет училась в Беларуси в школе. Я даже в подготовительный класс ходила, но все равно я как-то волнуюсь немножко, потому что грамматика, да, в русском языке есть грамматика, и она еще более сложная, мне кажется, чем в польском языке. Поэтому, да, я сегодня хочу взять, попробовать прорешать такой вот экзамен. И я его запихну в чат GPT, пусть он мне проверяет. Там еще, кстати, в конце надо сочинение написать. Сочинение я ни разу не писала. В Беларуси, когда мы писали экзамен после 9 класса, там был диктант. Да, и поэтому я даже без понятия, как писать сочинение на русском языке. Да, а вообще информации про экзамен по русскому как-то, не очень много ее, поэтому надо будет рыться в информаторе. Это такой документ, который составляет комиссия экзаменационная. И да, там надо будет прорыться, почитать, что от меня вообще хотят в этой жизни. Высказывание Д. В ближайшее время ожидается большой всплеск космического туризма. Списки компаний, обещающих космические путешествия, чтобы эгоистичные люди, озабоченные только тем, на что бы денежки потратить, провели несколько минут на орбите, делая селфи в невесомости. Побывать в космосе – это... Все, первое задание по аудированию уже сделано. Итак, я написала полностью всю матуру, весь экзамен двуязыковой по русскому языку. Мне это заняло 2 часа, где-то вроде бы 30 минут, а на весь экзамен дается 180 минут, то есть 3 часа, то есть я уложилась во время. Да, это еще считаю, что я во время всего отходила, там посуду загрузила, с теми поговорила и так далее, поэтому, возможно, даже чуть меньше, чем 2 часа 30 минут. Итак, по всем моим подсчетам, таким субъективным, вышло 54 балла из 60. Дело в том, что я скидывала чату GPT мое сочинение, и он как-то очень странно его оценил, то он половину не понял, то еще что-то, поэтому я решила, что, у меня за сочинение 12 баллов из 15. Окей? Я это расцениваю вот так вот. Вообще, в принципе, я могла получить спокойно и 51 балл из 60, и тогда бы у меня вышло 85% за весь экзамен. Почему 85% это окей для меня? Дело в том, что двуязычный русский, он расценивается немножечко по-другому, чем обычный расширенный, то есть профильный. Потому что уровень, по идее, у расширенного вот этого вот профильного, уровень B2,
а у двуязыкового уровень C1. Именно поэтому при поступлении в университет он будет рассчитываться немножко по-другому. Да, то есть если бы на профильном я получила 85%, это было бы 85%. Но двуязыковое типа это уже круто, поэтому твои 85% будет считаться как 100% профильного. Мне кажется, вы ничего не поняли, я тоже еще ничего не поняла. Ну, короче, это типа круто. Это типа круто, и типа это не 85% будет, а целых 100. А также я в скольких местах себе баллы занижала, потому что я не знала, можно ли свой ответ расценивать как правильный, потому что, в отличие от английского языка, они почему-то ответы не так хорошо расписали, что, например, вот такой ответ можно считать правильным, или такой нельзя. Поэтому я уже просто по своей логике где-то думала, ну, окей, ладно, это, возможно, засчитают как неправильный, потому что, ну, возможно, никто так в русском языке не говорит, это только я такая кривая, я так говорю. Поэтому, да, как-то так. Поэтому мои 54 балла из 60 на данный момент вышло как 90%. Так я могла бы получить даже 51, как я уже говорила. Да, вот, короче, как-то так это все вышло. Ну, честно говоря, это сложно в какой-то момент, потому что особенно сложны те задания, там, где дают часть предложения на русском, а часть предложений на польском. И мне надо вот с польского на русский перевести, и в этот момент мой русский язык просто так вниз просто. Он уже пробурил скважину более глубокую, чем самая большая скважина Земли. Уже вот в ядро Земли практически влетел. Потому что я думаю, люди, которые изучают много языков и говорят ежедневно на больше, чем одном языке, меня поймут. Я начинаю забывать просто самые элементарные слова на русском языке. Я иногда вместо слова «забывать» говорю «запоминать». А знаете, в чем прикол? Потому что на польском языке «забывать» — это «запоминать». Именно поэтому я говорю иногда на «забывать», «запоминать». Она была гением, я считаю. Короче, я довольна. Я, в принципе, думаю, мне больше сильно не стоит мусолить данный экзамен, либо же просто так по приколу иногда его прорешивать. Но также не надо забывать, что у меня будет устная часть еще. Кстати, на устную часть я поеду в Варшаву, потому что у нас здесь не принимают, где я живу, не принимают устную часть. То есть мне надо будет в какую-то там школу, то ли в какой-то университет там ехать и сдавать устную часть. Кстати, устная часть, то есть там 2 картинки, пару вопросов и так далее. Да, короче, уже 9 часов. Ладно, я уже пойду спать. Возможно, завтра встану пораньше и напишу там сочинение по польскому языку. Хотя бы 2 штучки. Да. Фух, честно говоря, я так уже начинаю уставать от всех этих подготовок. Я уже сегодня себе в Телеграм писала, что готовиться к экзаменам тяжело даже не физически, а морально, потому что хочется, чтобы это быстрее закончилось, и уже даже не важно, насколько я напишу эти экзамены, просто главное, чтобы это быстрее закончилось, и мне не надо было к чему-то готовиться, потому что готовиться уже будет просто к нечему, я просто хочу, не знаю, там пойти на подработку, взять, читать книжки, и мне уже будет все равно, насколько я сдам, куда я поступлю. Просто хочется это все уже быстрее закончить, потому что осталось 44 дня. 44 дня. 44 дня. Я понимаю, что это много, и то есть за это время можно много чего сделать, но честно, я немножечко боюсь. Но поэтому хочу, чтобы это быстрее закончилось. Короче, все. Спокойной ночи.
Итак, всем добрый вечер. У нас уже 8:30. Я вот помыла голову. Кстати, так волосы быстро сохнут вообще. Я пока тут пару минут ходила, снизу уже сухие, и тут практически высохли. Ладно, короче, за сегодня я написала целых 2 сочинения, да еще по 2 разным произведениям. Они, конечно, тематикой похожи, но я считаю это достижением. И да, пока у меня волосы мокрые, я нацеплю масочку с каким-то геонцимом Q10. Тут обещается лифтинг-эффект. Это все, что я знаю. Да, интенсивный лифтинг-эффект. Да, то есть у меня сейчас вот с кожей вроде как все в порядке, уже таких прыщей особо не видно, не выскакивает, поэтому я думаю, можно себе позволить перейти на всякие лифтинги, не лифтинги. И пока эта маска у меня будет, я думаю, я поделаю английский язык. Сначала я думала, что я сделаю польский. Сейчас покажу, по какой книжечке. Вот. По этой книжке тут всякие задания к экзамену. Ну, тут видно в этой книжке, что они слишком сложные. То есть, когда мы писали, получается, пробный экзамен, а мы писали, считается, ну, такой усложненный пробный экзамен. Честно, для меня это было легко, и оно даже не сравнится с тем, что в этой книжке, поэтому классная книжка, знаете, чисто напрячь мозги так хорошенечко. Да, ну, я решила уже на сегодня польский оставить. Я уже достаточно много времени на него потратила, поэтому возьмусь за английский, буду учить слова, либо там доделать какие-то задания. Я просто не помню, на чем я остановилась. И вот так вот я буду заканчивать свое видео, в котором я попыталась показать вам выходные польского студента лицея, как они у меня проходят, как я готовлюсь к экзаменам. Понятное дело, что я не была вся в учебе, где-то я проводила время с семьей, где-то я отвлекалась, но, думаю, сама идея вам понятна. Да, как-то вот так вот. Так что буду сейчас идти ложиться спать, завтра мне рано вставать, а может быть и не рано, я еще подумаю. И всем спасибо за просмотр. Все, всем спокойной ночи, хорошего дня, утра, вечера. Пока.